Знакомство с азиаткой. Чек-лист. Россиянин хочет познакомиться с девушкой из Азии. Какие вопросы необходимо ответить самому себе, чтобы от знакомства был толк? Все сказанное далее подобрано с учетом того, что наш мужчина живет в России. Его девушка из Азии переезжает к нему на БМЖ. Со временем каждый вопрос будет подробно разобран в отдельной большой статье. Что интересует сейчас, пишите в комментариях, потому что с моим контент-планом у меня очередь может дойти через годы. Сейчас по всем моментам пробегусь кратко, чтобы задать направление для ваших мыслей. И тут первое, прежде всего нужно обдумать и оценить свои силы. Романтика рано или поздно заканчивается, а культурный барьер никто не отменял. И тогда или вас все достанет и вы отправите ее домой к маме, или она сама от вас сбежит. Есть ли интерес к культуре Азии? Речь про азиатскую культуру в общем и культуру нужного региона. Парадоксально, но большинство европейских мужчин увлекается азиатскими женщинами, но не азиатской культурой. Если культура Азии далека, попытка построить отношения с азиаткой фактически обречена. Культура какой азиатской страны вам близка? Вначале выбирайте культуру, только потом женщину из этой страны. Спойлер, в Азии проживает 4,2 миллиарда человек, проблем познакомиться нет никаких. Культуры азиатских стран очень разные. В какой стране предполагается жить? То есть девушка едет к вам или вы к ней? Если планируется миграция, женщину стоит искать из той страны, где вы хотите жить. Если березки мое все, ищите женщину из интересной вам страны или знакомьтесь со всеми, что приглянулись. Трезвая оценка финансового благополучия. Азиатки знакомятся с европейцами прежде всего с целью обеспечить себе спокойную, сытую жизнь. Все в пределе практично. Трезво и честно оцените свои возможности. Ищите женщину подходящего уровня. Попытка прыгнуть выше головы ни к чему хорошему не приведет. Статус в Азии – все. Женщина знакомится с вами для повышения своего статуса, то есть ваша азиатская избранница должна иметь заметно более низкий статус, чем у вас. Есть ли деньги на отношения? Вы готовы тогда, когда готовы создать семью прямо сейчас. Считать, что строить отношения с азиаткой ничего не стоит – ошибка. Это и перелеты, покупка нужных ей вещей, организация быта, оплата свадебных расходов. Просто представьте, у нее нет ни одной зимней вещи, она у нас замерзает даже летом. В нашу зиму ей будет страшно выйти на улицу. В 99% случаев держать семью будет мужчина. От женщины быт, уют, забота. От мужчины финансовое благополучие семьи. Ваши пожелания к избраннице. Четко и конкретно обозначьте ваши пожелания к потенциальной избраннице. Что обязательно, что желательно, что не имеет значения. Возраст, телосложение, образование, статус, наличие детей, вредные привычки. Найден дейтинг за сотню параметров, по которым можно производить выбор. Например, вам нравятся только шатенки с длинными волосами и весом около 50 кг. Вот вам сотни вариантов. Ваша конкретика экономит ваше время, силы и нервы. За короткое время вы начнете общаться с десятками девушек. Многие напишут вам первыми сами. Это на наших сайтах знакомств вас ждет долго треп ни о чем. На азиатских сайтах знакомств тысячи девушек готовых выйти замуж прямо сейчас. Знание языка. Нужен хотя бы базовый английский язык. Все-таки в начале общения будет на нем. Когда еще она выучит русский язык на адекватном уровне? Поэтому прямо сейчас начинайте вспоминать свой школьный английский. Знакомство без общения? Если такое возможно, то ни к чему хорошему это не приведет. Насколько вы решительны? Нужно понимать, азиатские девушки ожидают от нас быстрых решительных действий. Годик пообщайся на сайте, а там посмотрим, так это не работает. Познакомились, пообщались, через месяц вы летите к ней. Еще через месяц она летит к вам с вещами. А дальше, если она не сбежит, через полгода-год вас начнут грызть на тему официального оформления отношений. В любом случае, первые шаги должны быть быстрыми. Это решимость и финансы. С филиппинкой чаще всего даже пожить не получится. Если друг другу вроде понравились, знакомство с родителями, свадьба. Насколько ты глава семьи? В Азии принято, что глава семьи мужчина. По крайней мере внешне это выглядит именно так. Женщины добиваются своего несколько иными методами, чем у нас. Попытка воспринимать азиатку в привычном нам равноправном ключе приведет к проблемам развала семьи. С азиаткой вариант «жена-мать» не прокатит. Возможно только так. Мы посвящались, и я решил. Умение договариваться. Я тут главный, это конечно хорошо. Но если не умеете договариваться и есть мысли заставить по щелчку пальцев приносить вам тапки, лучше не начинать. Не выдержит и сбежит. Ну зачем ей это? Необходимо проводить гибкую политику. Одновременно показывать свою силу, но и слышать женщину, уважать ее мнение. Нужно понимать, что умение договариваться и жевать сопли – это не одно и то же. Она плачет потому, что манипулирует, или ей действительно грустно и плохо. В реализации это очень сложный момент. Женщина неизбежно будет вас проверять. Покажете слабость, сядет вам на лицо. Будете жестко доминировать, сбежит. Есть ли терпение? Как вы оцените свою готовность решать повседневные вопросы и помогать социализации вашей женщины? Ведь она кажется недружелюбной среде, и ей будет очень тяжело. С нашим бытом и привычками она вообще не знакома. Она не знает наш язык, да она вообще ничего не знает.
А вокруг злой, некомфортный мир. Разных моментов миллионы. Мы просто привыкли и не осознаем, насколько жизнь в Азии отличается от нашей. Вплоть до того, что вам придется водить ее за руку в женскую консультацию и вместе сидеть на приеме врача. Соплей будет много. Выдержите? Самое главное при знакомстве с азиаткой. По большому счету, самое главное, что требуется при знакомстве с азиатками, это открытый разум и желание познавать мир. Интерес к азиатской культуре и женщинам. Решимость, терпение, последовательность, финансовое благополучие и еще раз терпение. А дальше дорога осилит идущие. С вами был Сергей. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч.